Привет, друзья! С вами Николай на канале Ехал Грека. Сегодня я решил показать вам палеовулкан Гирвас и показать все, что рядом можно посмотреть с этим палеовулканом. Ну, здесь много таких выходов лавовых пород, и как мне комментировали в нескольких видео про Беларусь, когда я путешествовал по Беларуси, что где-то можно свернуть чуть раньше или чуть позже и пропустить какой-нибудь интересный момент. И когда я в первый раз был на палеовулкане Гирвас, я не знал, что здесь есть еще и красивые пороги, пороги. И что водопад на порогах раньше был даже выше, чем на Гирвасе. Но сегодня мы постараемся обязательно восполнить этот пробел и заснять вам и пороги, и Гирвас. Сделали мы первую свою остановку у плотины, которая создавалась для того, чтобы создавалась при строительстве Пальязерской ГЭС. С этой стороны вы видите у нас водоем, уровень воды высокий. С этой стороны у нас русло реки Суна, которое перегородили из-за строительства гидроэлектростанции. Единственное, что вот сразу хотелось бы вам показать, посмотрите, как все загажено, мягко говоря. Вот всякий пластик битый, бумажки, вся обочина, она прям удручающее такое наводит. Но это еще ничего, здесь еще чисто. Это, можно сказать, что прям идеальный образцовый порядок. А самый прикол находится вот здесь. Посмотрите, ну это же кто-то специально сюда привез мусор, вывалил его сюда и поехал дальше. И здесь вот при этом еще спуск есть. То есть вот сюда вот видно подъезжают катера спускать на воду. И кто-то вот выбросил мусор. Как такое можно было допустить? И это, конечно, неотвратимость наказания в нашей стране полностью отсутствует. За это вроде как должны наказывать. Но поскольку не наказывают, ну так и делают. Главное, здесь написано, что здесь охранная зона. Протяженность вдоль береговой линии 700 метров. Ну какая это охранная зона, к черту. Так что ерунда это полнейшая. Палеовулкан Гирвас, конечно, является таким раскрученным довольно объектом в Карелии, и поэтому здесь, я вот даже сейчас удивился, увидел вот реклама для туристов, которые приезжают сюда. Здесь путешествия, заброски, номер телефона, и там чего-то еще уже непонятно. Видно, подъезжали, может быть, на сапах, на лодке, нарисовали какую-то свою такую рекламу. Здесь у нас старые сооружения, видно, может, затвор какой-то был. Сейчас эта уже конструкция, понятно, не работает. Но выглядит это все так, конечно, впечатляюще. Но вот здесь оно не чувствуется, вот этой вот махины. Представьте себе, что вот это вот огромное вот это озеро, с какой силой оно давит непосредственно на плотину. И сейчас мы посмотрим с той стороны. Тут будьте внимательны, когда будете переходить дорогу, все-таки машин довольно много здесь ездит. И причем они едут прямо по встречке. Вот здесь, если спуститься по лестнице, тут дорога в никуда называется. Здесь какие-то инженерные у них свои помещения. Но отсюда открывается вид на русло реки Суна сверху. Шумит вода по осени. Я веду, что здесь, когда будете спускаться, здесь мелкие камушки, под ногами они просто скользят, особенно в такую погоду, как сейчас, когда после дождя все камни скользкие. Это, кстати, вот выход лавовых пород. Тут видите все эти камни. Здесь мы находимся на территории древнего, огромного лавового плато. Здесь толщина лавы во многих местах больше 30 метров. Представьте себе этот объем. Вот, видите, какое здесь русло. Но очень скользко, поэтому тут, конечно, надо быть предельно осторожным. А здесь у нас плотина вот с этой стороны. Представьте себе, что вот по верхнюю кромку на противоположной стороне дороги у нас вода. И как вот эта вот махина удерживает такую толщу воды, даже трудно себе представить. Хотя эта плотина такая, скажем так, местечковая, она совсем небольшая. Ну вот, друзья, приехали мы в парк Гирвас посмотреть на палеовулкан.
Вот видите, такой вот у нас указатель встречает. Здесь расписано, что мы можем найти. Но, к сожалению, парк Гирвас закрыт. Ну, в принципе, это же к сожалению, и это же и к счастью. Потому что, в принципе, вы платили по факту только за парковку. 100 рублей с человека, причем неважно, есть ли у вас машина или нет. А здесь проверяли билетики, непонятно, за что они их проверяли, потому что можно обойти всю эту кассу, и раньше можно было обойти. Просто лесом чуть-чуть пройти. Вот, ну. Мы вас не записываем, вас не видно. Вот, и поэтому мы сейчас пройдем в этот парк. Да, я не люблю, когда меня записывают. Ну вот, мы сейчас, в общем-то, пройдем, посмотрим этот парк Гирвас абсолютно бесплатно. Раз власти Карелии или хозяева вот этого вот заповедника решили, что парк закрыт, и, соответственно, ну как можно закрыть природный объект. Поэтому просто проходим и будем смотреть, что здесь есть. Обратите внимание на знак, который указывает No Drone Zone. Не знаю, почему они решили написать по-английски. У нас вроде как практически никто по-английски не разговаривает. Но дело в том, что здесь мы находимся на территории палеовулкана древнего, и до сих пор уровень радиационного излучения здесь из лавы, из застывшей, такой, что датчики GPS все время путаются. И эти дроны, они просто или падают, или переходят в аварийный режим и снижаются, и могут в воду тоже упасть. Поэтому здесь не то чтобы запрещено, здесь просто вы сами можете потерять свой дрон, если начнете его здесь запускать. На входе в парк Гирвас нас встречает вот такая вот композиция камней. Это для геологов, наверное, будет интересно, какие породы здесь встречаются в этой местности. А здесь, чуть дальше, у нас на плакатах представлены фильмы, которые снимались в этой местности. Я был очень удивлен, когда впервые увидел, что здесь, оказывается, снималось и «Белое солнце пустыни». Казалось бы, там совсем не эта местность должна быть, но тем не менее. Даже ремейк «А зори здесь тихие», оказывается, тоже здесь снимался, в Гирвас парке. Вот. А на противоположном берегу у нас находится стратегический объект, это вот Пальязерская ГЭС, которая до сих пор является действующей. И здесь, на этой ГЭС, они даже иногда вот объявляют время, когда открывается водосброс, чтобы, во-первых, можно было интересно посмотреть здесь, а во-вторых, чтобы на самом сбросе здесь, на палеовулкане, никто не находился внизу. То есть в эти дни спуск вниз опасен для жизни. Ну не то, что опасен, ну совсем как бы смертелен. Ну, как я и ожидал, сейчас, когда в Санкт-Петербурге и в Москве объявлен такой недолокдаун, полулокдаун, люди все поехали в Карелию. И даже странно, что парк Гирвас решил в эти дни не работать. Здесь в парке очень интересно продумана ваша безопасность. Они повесили вот такие вот веревочки, ниточки такие с красными флажочками. И это вроде как безопасно считается. Хотя с детьми здесь лучше не находиться, потому что дети будут бегать кругом, вы замучаетесь их все время окрикивать, одергивать. И здесь сразу начинается обрыв, а внизу камни. Ну вот у нас одно из таких видовых мест, которые обязательно привлекут всех, кто хочет сделать красивые фотки на фоне палеовулкана. Вот мы видим затвор, этот плотину, через которую осуществляется сброс воды.
Здесь у нас верхняя часть палеовулкана Гирвас и укрепление со стороны Палеозерской ГЭС. Как я и говорил, здесь, если поскользнуться на этом песке, мало не покажется, потому что внизу уже просто закаменевшая эта лава. Ну и выглядит это совсем небезопасно. Здесь, конечно, нужно быть предельно осторожным, потому что песок наверху, и он, особенно когда мокрый, съезжает под ногами очень быстро. Поэтому аккуратно спускайтесь вниз, смотрите сначала под ноги, а потом уже будете любоваться непосредственно тем, что осталось от вулкана. Ну, что такое вообще палеовулкан Гирвас? Палеовулкан Гирвас – это, наверное, один из самых древних вулканов на Земле. Возраст его оценивают некоторые геологи в 3 миллиарда лет, некоторые в 2 миллиарда, некоторые говорят, что он 3 миллиарда лет назад основался, в 2 миллиарда лет он уже прекратил свое действие. И вот сейчас мы с вами можем наблюдать выход застывшие лавовые породы из этого вулкана. Говорят, что здесь буквально не так давно обнаружили само жерло, хотя, мне кажется, это немножко уже геологи играются с туризмом и стараются привлечь сюда больше туристов. На самом деле здесь, по всей вот этой части Карелии, Кондопольский район, это огромное лавовое поле бывшего палеовулкана Гирвас. И эти лавовые следы, выход лавы, вот даже вот мы были вчера на чертовом стуле, ролик можете посмотреть выше, сейчас рекомендации у вас появятся на видео. И там та же самая лава, те же самые выходы, вот эта вот река лавы текла даже вот в направлении Петрозаводска нынешнего. Здесь толщина лавовых пород достигает 30-35 метров. И такие вот потоки этой лавы были здесь повсюду. Мы даже немножко, вот если получится, подойдем к порогу и покажем выход лавы там, с той стороны. Обнаружили эти потоки относительно недавно, в середине 20 века, когда начали здесь строить гидроэлектростанции, перекрыли поток реки Суны и, соответственно, организовали там плотину наверху. И тогда мы потеряли два шикарных водопада в Карелии. Вот здесь, на Гирвасе, здесь был водопад высотой 15 метров, 13 вернее метров, а на порогах, здесь недалеко, водопад был 15 метров. Ну, естественно, когда поток воды перекрыли и сделали его через водоспускные каналы, то здесь осталось вот эти камни. Но зато обнажились камни, и геологи начали изучать древнюю историю нашей планеты. Некоторые ученые говорят, что это самый древний вулкан на Земле, на всей Земле. Конечно, с одной стороны, здесь очень интересно полазить по камням, полюбоваться разными оттенками этих вот лавовых пород. Здесь буквально, не знаю, и зеленый, и темный, и коричневый, самые разные цвета. Но ходить здесь надо с предельной осторожностью, потому что камни скользкие обычно, и вы должны понимать, что упасть здесь – это самое легкое дело. А вообще, любоваться Гирвасом можно не только в таком состоянии, когда здесь совсем нет воды, можно походить по камням. Здесь также очень красиво, когда с плотины открывают водосброс. И здесь вот эти все камни будут покрыты водой, будет бурлить вода, и здесь будет настоящий водопад, который мы потеряли в середине 20 века. Так что сюда надо приезжать 2 раза в год. Надо приезжать во время водосбросов и вот
в такую пору, когда можно погулять по выходам лавы. Здесь, конечно, бывают и совсем отважные люди, которые приезжают сюда даже с малолетними детьми. Давайте. А, тут все. И вот здесь вот так уже подняться и... Ну, сейчас мы на дорогу выйдем, немножко не пойдет. С такими детьми маленькими, конечно, это надо быть совсем неадекватным родителем. Ну вот, друзья, а здесь мы видим так называемый лавовый язык. Вы видите вот эти вот разломы, которые застывали сначала первыми, а между ними все еще текла лава расплавленная. И вот эти вот разводы, они остались еще вот по протяжении вот 2 миллиардов лет. До сих пор можно проследить, посмотреть, как стекала лава вниз. Только представьте себе, какое здесь поле бушующее было, кипящей лавы толщиной 30 с чем-то метров. Ну а тут, друзья, мы попадаем на стоянку первобытного человека. В самом низу у нас палеовулкан остался вот там вон здание гидроэлектростанции наверху. А мы спустились в самый низ, чтобы полюбоваться песчаным берегом на противоположном берегу реки. И вот это все раньше, конечно, было затоплено, потому что вулкан, то есть водопад на месте лавовых пород вулкана, он был полноводным. Ну, представьте себе, вода падала с высоты 13 метров. Тут, конечно, бурлило и кипело. И уровень воды здесь был выше. Но когда построили плотину, гидроэлектростанцию, уровень воды снизу, естественно, понизился. Вода чистая. И я бы сказал, что не такая прям уж очень холодная. Градусов 10-12, наверное. Но вообще я был удивлен тем, что здесь до сих пор проводят какие-то взрывные работы. Это видно вот гидроэнергетики наши. И даже 1 ноября здесь Гирвас был закрыт именно из-за взрывных работ. Посмотрите, какой красивый у нас противоположный берег. Песчаный, высокий. Сверху деревья. И эти деревья видно, как падают, когда уже эрозия почвы делает свое дело. И они сверху заваливаются. Вон там стволы лежат вниз по склону. Здесь вот, скорее всего, как раз и есть у нас результаты этих взрывных работ. Мы видим эти большие булыжники, обломки от лавовых этих полей. Они просто вот по реке, там вот их много-много там вниз можно видеть. И здесь мы уже видим то, что у нас сейчас царит эпидемия коронавируса. Маски уже даже вот в Карелии ровным слоем, по руслам всех рек, по всем берегам, везде маски. Ну что ж, давайте теперь посмотрим еще, что такое Поор-порог, потому что на Гирвасе я бывал до этого, а Поор-порог я еще не видел. Он находится здесь рядышком. Сейчас покажу. Ну вот, друзья, не прошло и 10 минут, как мы отъехали от парка Гирвас, и мы уже на Поор-порогах. Как вы видите, сюда можно заехать даже на седанчике, спокойно, в принципе. И здесь мы видим вот такие вот мраморные карьеры, не знаю. В первую очередь это вот напоминает сразу Рускеалу. Посмотрите, как здесь красиво. Здесь у нас водосброс идет. Шумит водичка.
Ну и там у нас ущелье. А здесь справа вот застоялась вода, она аж зеленая такая. Ну вот, а чтобы попасть на ту сторону этого каньона, можно пройти или здесь по нагромождению такому деревьев, или там внизу, там тоже есть доски проложены. Сейчас пройдем, посмотрим, как там перейти. Ну вот, друзья, мы прошли чуть-чуть дальше по этой стороне, видим этот водосброс. Здесь можно спуститься, здесь есть такая, ну, не очень такая, конечно, пологая дорожка, такая крутая очень. И спускаетесь вниз, попадаете на ту сторону. Здесь, видите, здесь воды вообще нет. Как говорится, куда она пропала? А она вся течет там под камнями и уходит вниз по руслу реки. Ну а здесь, друзья, наверное, хотелось бы побывать все-таки с местным гидом-экскурсоводом, потому что мы спустились чуть ниже по повар-порогам, и мы видим вот эти вот деревянные клети, такие срубы, заполненные мелкими камнями, и они тянутся туда вот вниз, дальше, бревна такие, все эти старые, древние. Понятно, что здесь человек специально создал вот это нагромождение камней. Может быть, это была как раз первая ГЭС, которую строили, и здесь специально русло засыпали этими камнями, и перенаправили русло реки немножко в сторону, чтобы энергию получать. Наверное, так и было, потому что вот эти камни, которые под нами, это видно, что, скорее всего, это сделал человек. То есть они взрывали эти камни, этот гранит, не знаю, чтобы пустить воду немножко в сторону. Ну и канал этот тоже, водосброс построили же люди, создали специально. В общем, тут не хватает достоверных сведений от местных гидов. Ну вот, друзья, я немного погулял здесь по каньону этому гранитному, по этим камням, перешел на ту сторону. Там снимали чуть меньше, потому что хотелось немножко отдохнуть от съемок. Всех вас приглашаю сюда, прогуляться самим, подышать этим свежим сырым воздухом, полюбоваться мхами, лишайниками на деревьях. Виды очень красивые, очень инстаграмные, и снять можно и для себя, и для друзей, открытки посоздавать из Карелии о вашем путешествии по этому северному краю. Всем большое спасибо, кто посмотрел этот ролик. Не забываем подписываться на канал, оставлять комментарии, делиться своими советами, что еще можно было посмотреть здесь поблизости. Всем большой удачи и до встречи на канале Ехал Грека.